Всем привет, любители двухколесных! После выпусков про уникальные мотоциклы ведущей японской четверки, кто не смотрел, ссылки в описании, сегодня мы с вами рассмотрим и десятку самых интересных мотоциклов от баварского бренда, которому тоже есть что показать. Немцы славятся своей серией Tour Enduro GS, однако они пробовали свои силы и в Enduro. На разогреве у нас сегодня малоизвестный покоритель бездорожья BMW HP2 Enduro. Весь опыт, полученный специалистами BMW Motorrad на ралли Париж-Дакар и в других гонках по бездорожью, был применен в этом проекте, который воплотился в металле в 2004 году. Этот мотоцикл уникален тем, что он единственный в классе имеет оппозитный двигатель и, конечно же, кардан. А по-другому не могло быть, это же BMW. В техническом плане HP2 Enduro базируется на R1200 GS. Он оснащается 1170-кубовой силовой установкой воздушного масляного охлаждения, которая выдает 105 лошадиных сил и 115 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на приличную снаряженную массу для классов 195 кг, мотоцикл от 0 до сотни разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход топлива заявлен как 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 13 литров. Подвеска имеет ход 270 мм спереди и 250 сзади. Высота по седлу 925 мм, с низким седлом 900, что все равно очень много. Мотоцикл был снят с производства в 2006 году. BMW, как любители пихать свои боксеры и кардан во все, что только можно, не могли оставить и без внимания спортбайки, что само по себе уже безумие. Так, в 2007 году баварцы выкатили на всеобщее обозрение уникальный спортбайк BMW HP2 Sport. Помимо кардана, изюминкой мотоцикла является, конечно же, прокачанный оппозитный двигатель объемом в 1170 кубических сантиметров, способный раскручиваться до 9500 оборотов в минуту. Он выдает 133 лошадиные силы и 115 ньютон-метров крутящего момента. BMW HP2 Sport разгоняется до 100 км в час за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км в час. При этом средний расход заявлен в 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 16 литров. Снаряженная масса 199 кг. Спортбайк был снят с производства в 2010 году. Однако есть у компании и другие интересные силовые установки. Например, единственная серийно выпускаемая рядная шестерка, которая может похвастать BMW K1600 GT. Он имеет несколько различных версий. Цилиндры общим объемом 1649 кубиков наклонены вперед на 55 градусов. Как утверждает BMW, двигатель получился всего на 67 мм шире, чем рядная четверка BMW K1300. Она выдает 160 лошадиных сил и 180 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на снаряженную массу в 434 кг, K1600 GT от 0 до сотни выстреливает как спортбайк около 3 секунд и легко достигает своей максимальной скорости в 240 км в час. При этом средний расход топлива заявлен всего в 5,9 литра на 100 км. Бак вмещает 26,5 литров. За новенький мотоцикл в Германии сегодня просят минимум 26 790 евро или примерно 2 600 000 рублей.
Еще один очень интересный мотоцикл с карданом и необычным двигателем выпускался баварской компанией с 83 по 90 год. Это, конечно же, BMW K100. Немцы попробовали убрать минусы обычной рядной четверки, а именно большую ширину двигателя и высокий центр тяжести. В итоге они взяли и просто положили такой мотор на бок и развернули его таким образом, что коленчатый вал стал идти вдоль мотоцикла. 987-кубовый двигатель сразу же стал обладать преимуществами низкого центра тяжести, а также простоты с точки зрения использования любимого компанией карданного вала. Он выдавал 90 лошадиных сил и 86 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 239 кг от 0 до сотни мотоцикл разгонялся за 4,3 секунды. Максимальная скорость 215 км в час. Кушает K100 по заявлению производителя 5 литров на 100 км. Бак вмещает 21 литр. BMW HP2 Mega Moto. Этот мотоцикл баварская компания представила в 2006 году и позиционировала его как мотард. Да-да, мотард с оппозитным движком и карданом. Мегамото является дорожной версией BMW HP2 Enduro, однако тот же, но перенастроенный 1170-кубовый боксер здесь выдает больше мощности – 113 лошадиных сил, а вот крутящий момент снизился до 107 ньютон-метров. Сниженная масса возросла до 199 кг. Разгон до 100 км в час занимает 3,3 секунды, максимальная скорость уже 220 км в час. Подвеска стала короткоходной, 160 мм спереди и сзади. Мотоцикл выпускался с 2006 по 2008 год. BMW K75 был представлен в 1985 году, сразу после успешного четырехцилиндрового K100. Мотоцикл, как и старший брат, оснащается необычным двигателем, который имеет боковое лежачее расположение, но при этом у него не 4, а 3 цилиндра объемом 740 кубических сантиметров. Он выдает 75 лошадиных сил и 68 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 227 кг от 0 до сотни К-75 разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Средний расход 4,2 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр топлива. Мотоцикл был снят с производства в 1996 году. Очень интересный мотоцикл BMW K1 компания производила ограниченной серией с 88 по 93 год и было продано всего около 7000 штук. Полностью закрытый обтекателем, массивный и стремительный, он создавал своему водителю неповторимый имидж. Сердцем BMW K1 является рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения от вышеупомянутого K100. Его объем те же 987 кубических сантиметров, однако мощность немного выше и составляет 100 лошадиных сил на 8000 оборотов в минуту и 100 ньютон-метров крутящего момента на 6750 оборотах в минуту. Несмотря на внушительную снаряженную массу в 258 кг, спортбайк, а вернее сказать спорт-турист, разгоняется от 0 до сотни за 4 секунды. Максимальная скорость достигает 240 км в час. Средний расход топлива заявлен как 4,2 литра на 100 км. Бак вмещает аж 22 литра.
Шикарный BMW R18, который является гордостью компании и обладателем самого большого боксера, когда-либо производимого BMW. Мотоцикл также имеет несколько различных версий, но неизменным остается 1802-кубовый двухцилиндровый оппозит. Он всегда выдает 91 лошадиную силу и 157 ньютон-метров крутящего момента, который доступен уже с 3000 оборотов в минуту. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра, бак вмещает 16 литров, максимальная скорость 180 км в час. Несмотря на снаряженную массу в 345 кг, от 0 до сотни крузер разгоняется за 4,8 секунды. Цена в Германии за новый мотоцикл начинается с отметки в 21 600 евро. Это сегодня примерно 2 миллиона 70 тысяч рублей. Еще один интересный круизер, но из прошлого, BMW R1200C, который имеет несколько версий. Этой моделью баварский производитель попробовал выпустить мотоцикл в американском стиле. В итоге круизер получился весьма с необычной внешностью, которая стала его изюминкой. Двигателем для BMW R1200C послужил уже известный 1170-кубовый боксер воздушно-масляного охлаждения, который здесь выдает 61 лошадиную силу и 98 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни круизер при снаряженной массе в 256 кг разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 175 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Мотоцикл выпускался с 1996 по 2004 год. Ну и заканчивает выпуск спорт-турист BMW K1300S, который производился с 2007 по 2015 год. BMW позиционировала эту модель как самого выдающегося представителя К-семейства, а также самого мощного и самого быстрого мотоцикла концерна. Он оснащался 1293-кубовой рядной четверкой, которая выдает 175 лошадиных сил и 140 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на снаряженную массу в 254 кг, разгон от 0 до сотни заявлен в 2,8 секунды, максимальная скорость 280 км в час. Средний расход топлива 6,7 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров топлива. Среди конкурентов мотоцикл выделяется передней подвеской Dual-Lever и задней Paralever, а также карданным валом. На его базе также был выпущен и Naked BMW K1300R.